Уже как 2 недели в CS2 нет никаких обновлений, а сама игра тонет в багах и в наплыве читеров в режиме премьер. Почему такая задержка, где скидки на мажор и что происходит за последние 2 недели? Постараемся разобраться. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию GiftDrop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы, от обычных до самых уникальных, дабы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходит летний ивент, где вы дополнительно можете выиграть скины. А для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая новые тематические кейсы. Помимо этого, на GiftDrop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополнили свой кошелек на определенную сумму. А если ты при пополнении еще используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. К тому же появился удобный способ пополнения через карту с минимальной суммой в 25 рублей. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит вам $2 на баланс. За последние 2 недели, как ни странно, но все игры от Valve стабильно получали свои обновления, кроме, разумеется, нашей любимой CS2. Но расскажу вам по секрету, в начале этой недели должно было выйти новое обновление и для нее. На это указывает обновление скрытых веток DPR и тестовое приложение в Steam, которое они используют для теста в отдельной среде. Но что-то, видимо, пошло не так, что-то у них не получается. И с одной стороны, это и хорошо, что они не выкладывают сырой продукт в публичную сборку. Но если вы помните, сейчас CS2 в стадии перехода на новую систему AnimGraph 2. И вот как раз таки следующее обновление должно было частично его завершить. Но там дело касается анимации от третьего лица и ее системы, при ошибках которой игра может попросту стать неиграбельной. И боюсь, даже с учетом задержек, они, увы, не избегут масштабных багов. Однако, меня больше интересует другой вопрос. В чем проблема выпускать middle обновления, которые решают другие вопросы с багами? Ну или, например, включение скидок в магазине мажора. Остается для нас загадкой. Хотя тема со скидками на предметы мажора на самом деле зависит от даты следующего крупного турнира и то, насколько хорошо продаются предметы. Ведь по последней, скажем так, мете, сам магазин максимально старается волочить свое существование от турнира до турнира. И поэтому в зависимости от временного промежутка между турнирами и появляются скидки. И да, они скоро будут. Но давайте поговорим о лютых приколах в нашей любимой игре. Те, кто меня смотрит давно, знают, как я не переношу функцию предсказания урона. Как только ее ввели, она сразу же вызывала горение моей жопы, так как вводила 1000 раз в заблуждение со своими восстаниями мертвецов. Так мало того, она все время автоматически включается в игре, если вдруг случалась ошибка синхронизации с облаком Steam. Но после последнего обновления она действительно стала работать более-менее. Даже больше. Возможно, она всегда работала хорошо, и я зря ее ругал. А проблема была в галимом неткоде и кривой системе саптиков, которая по непонятным мне причинам имеет хреновую передачу данных от клиента к серверу. Ведь за эти 2 недели я смог путем тестов выяснить один офигенный прикол. Я думаю, вы не раз сталкивались с моментом, когда вы четко попадаете по противнику, но урона не наносите. Сервер словно игнорирует ваши выстрелы. И да, проблема никуда не пропала. Однако теперь благодаря прогнозу урона можно выявить еще больше таких моментов. Ведь прогноз фиксирует даже те моменты, на которые вы не могли подумать. Например, при резком столкновении с врагом. Прогноз урона отобразит на модельке противника ваше попадание, и вы останетесь еще в большем недоумении, какого хрена враг не умер. И как разработчики будут решать данную проблему, хрен его знает. Ну а напоследок извечная рубрика «Хреновый античит». Участились случаи у честных игроков на суперзеленом Trust-факторе появления читеров. Что на вашей стороне, что и на стороне противника. Тупо ХВХ, и никто ничего не стесняется. Ну а Ваклайф, разумеется, кладет на все это большой болт. А вы только и можете наблюдать за этим цирком. Итак, понятно, что последние месяцы Ваклайф работает достаточно хреново. Но что же должно было произойти, что случаи стали вопиющими? И тут как бы 2 варианта. Либо читеры просали, что им нечего бояться, и тем самым даже те, на кого вы не могли подумать, перестали стесняться. Или же появились
появился новый обход детекта этой великолепной системы. А учитывая, с какой скоростью Valve работает, придется стиснуть зубы и потерпеть. Вот такие вот дела. А на этом у меня все. И вроде как неделя еще не закончилась, так что есть еще маленький шанс на новое обновление. Но он минимальный. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!